Здорово. Бля, мне постоянно говорят эту хуйню. Это не то, это не так, это хорошо, это плохо. Вот тут ты молодец, а вот тут ты говнюк. Вот это ты сделал хуёво, это ты сделал хорошо. Бля, ты еще и в кадре куришь, чувак. Ну, блядь, не ожидала я от тебя такой хуйни. Это происходит постоянно не только вот на этом канале, не только на моем отделочном канале. Это происходит повсеместно в жизни. И я открою тебе охуительный секрет, который не секрет вовсе. С тобой тоже эта хуйня постоянно происходит. Нам постоянно формируют мнение, мировоззрение, нам постоянно формируют смыслы. И в детстве постоянно тоже была вот эта вот хуйня. Принес пятерку, молодец, принес тройку, пидорас, ублюдок, дебил, гандон, сволочь, скотина. Мы на тебя тут пашем, а ты принес нам тройку. Сука, тебе, блядь, поручили просто, блядь, учиться. И ты приносишь нам тройки. По секрету, я не приношу вам тройки. Тройки – это оценки, которые мне ставили в школе люди, которым на меня насрать. Они просто выполняли свою работу, за которую они получают зарплату. У них есть определенная система оценок. Они просто ей следуют. Они тройки ставили не лично мне. Они тройки ставили не кому-то вообще в принципе. Они их ставят, потому что такова их работа. И они вынуждены это делать, поскольку их мозгов не хватает на другую работу. Их мозгов хватает только на то, чтобы приходить в школу и по определенной системе отметок ставить эти отметки тем людям, которых на этой работе называют ученики. Их не называют люди, их не называют личности. У этих людей вообще ничего нет, кроме названия ученик. А эти люди то же самое, у них нет личности, у них есть название учитель. И они делают свою работу. Нет, ну, конечно, это большое сомнение, что какого хрена они делают эту работу. В принципе, точно так же они могли бы выполнять приказы в какой-нибудь фашистской Германии. Тоже была бы их работа, и все нормально. Они как бы сжигают евреев в печах. Да, я знаю, это не самый удобный пример, но он яркий. И для тех, у кого мозг включен, он отлично подходит. Для тех, у кого выключен, мне в принципе похуй, поскольку эти люди не целевая аудитория моего канала. Да, целевая аудитория этого канала — это думающие люди. Да, печально, сейчас пара человек отпишется. Что же мне с этим делать? Наверное, забить хуй. Когда мне было где-то 12 или 13 или 14 лет, ну что-то вот из этой области. Когда тебе в 12 или 13, для тебя важна вот эта цифра 12 или 13 или 14. Сейчас, когда мне 37, мне эта цифра не особо важна уже. И вот этот промежуток 12-14, он такой, ну нормально. В принципе, похуй, какая там разница, 2 года всего. Так вот, в этом возрасте мой батек однажды назвал меня холоп. Бля, это было самое страшное ругательство. Не в смысле, что до этого не было других ругательств, а в смысле, что именно это ругательство для меня было самое страшное. Другие ругательства были пожестче, да, базар ноль, но именно это было страшным. Он сказал мне тогда: все, с этого момента ты теперь холоп. Это было страшно, потому что это была полная потеря свободы. Это же дом. Ну, то есть это родительский дом, когда тебе, блядь, 12, 13, 14, да, я плюнул сейчас вот так случайно, и я не буду это вырезать. Когда тебе 12, 13 или 14, потеря, ты не можешь переехать в самостоятельное жилье, ты не можешь жить сам, ты не можешь все бросить. Но, может быть, некоторые индивиды и могут, но я не мог. И таких, как я, было много, что как бы говорит, что это сложно. Так вот, я не мог бросить дом, я не мог уйти куда-то. И это очень важно понимать, что каждый день ты будешь возвращаться туда, ты будешь ночевать там, ты будешь просыпаться там, чистить зубы там. И в этом месте ты теперь раб, ты теперь холоп. Это было не просто слова. Это означало, что с того момента я должен был выполнять всю самую идиотскую работу. Я должен был выполнять все самые идиотские поручения, какими бы идиотскими они ни были. Я должен был делать все. Батя сказал: иди мой сортир, я должен был идти мыть сортир. Батя сказал: иди в магазин, я должен идти в магазин. Батя сказал: иди вынеси мусор, иду выношу мусор. Не страшно помыть сортир, не страшно сходить в магазин, не страшно вынести мусор, это не страшно. Страшно то, что ты не распоряжаешься собой сам, тобой распоряжается другой человек. К тому же в этом возрасте, который самый гибкий, самый познавательный, ты только познаешь мир. Блять, бать, какой ты мир мне дал познать, а? Какой ты мир мне дал познать? Бать, а помнишь, в 15 меня поймали с обрезом? Помнишь эту движуху, да, с обрезом? Так вот, открою тебе охуительный секрет.
До 15 этой движухой я занимался постоянно. В 15 меня просто впервые поймали. Я брал то зло, которое впихивал ты в меня. С 4 лет, когда ты впервые меня высек, и отдавал его другим людям. Я шел на улицу и раздавал его рандомным людям. А в 15 меня тупо впервые поймали. Что как бы говорит о том, что я охуительный тактик, охуительный стратег. Меня поймали только в 15. Но тебе я хотел бы занести в голову совершенно другую мысль. То, что со мной случилось в 15, было тотальной закономерностью. Бля, вот у меня честно в голову не укладывается, как может мужик, вот мужик, да, и у него есть сын, единственный сын. И как может мужик так гнобить своего сына, чтобы он ненавидел мир и шел на улицу, чтобы раздавать рандомным людям эту ненависть, сеять ее. Одно зерно, блядь, помещенное в эту голову, блядь, ты представляешь, сколько несчастных людей там сейчас есть? Сколько людей пережили неприятные моменты в своей жизни просто потому, что ты вложил в меня ненависть. Я отдал им ее, я не стал держать это дерьмо в себе. Я раздал. И честно, мне вообще насрать, какое там у тебя было воспитание, какая у тебя была среда. Мужик, ты вложил это в меня. Это, сука, твоя ответственность. Ну, естественно, моя ответственность уже это то, что и сделал я. Базару ноль. Бля, у меня до сих пор в голову не укладывается, как можно настолько не любить своего сына, чтобы его ненавидеть, чтобы его унижать, блядь, с детства. Чувак, ты поставил меня стоять коленями на соли, когда у Лерки был день рождения на кухне и пришли ее подружки. Ты понимаешь, что я стоял у сортира на кухне, на коленях, на соли? В то время как у моей сестры было день рождения на кухне, и к ней пришли подружки, и они проходили мимо себя, мимо меня в сортир. Ты понимаешь, какое, блядь, я испытывал унижение? Какие-то мелкие бабы, блядь, проходят мимо меня в сортир и спрашивают: ой, а чё ты здесь стоишь? Да, она девочка-припевочка. Да, она не понимает, что вот так вот папа может своего сына поставить. У нее в семье нету этой хуйни. Это у нас в семье была такая хуйня. Это мой папа мне сделал вот эту вот хуету. Это и твой сын, блядь, в 15 лет пошел с обрезом забирать деньги у других людей. Думаю, все те пацаны и девчонки, которых унижали родители, сейчас охуительно меня поняли. Охуительно поняли вот это вот ощущение. Меня не поняли только домашние мальчики и девочки, у которых все было отлично, у которых все было сладко и гладко, которых любили, холили или лелеяли родители. Просто для справки. Впервые в жизни меня батек высек в 4 года. 4. Вы можете представить себе этого мальчика, 4-летнего, маленький такой, крохотулька. И его собственный отец, взрослый мужик, берет ремень и бьет его по жопе, чтобы этому маленькому мальчику, 4-летнему, было больно. Потому что этот маленький мальчик не понимает, что он расстроил своих родителей тем, что пошел погулять с друзьями на 2 квартала дальше. Я познавал мир, это было нормально. Это было нормально, это было, сука, абсолютно нормально. Я познавал мир. Я шел гулять, чтобы посмотреть, что там за нашим районом. Я не должен был получать за это насилие от тебя в 4 года. Ты понимаешь, сколько, блядь, времени в жизни я потратил, чтобы выкинуть из себя это говно? Чтобы не стать, блядь, каким-то ублюдком, чтобы стать нормальным человеком. Это было, блядь, тяжело. Это, сука, было тяжело. Все изменилось, когда в 15 лет я взял батька и перекинул через себя. Ну, то есть проявил к нему силу. Я тогда занимался спортом, постоянно каким-то спортом занимался, блядь. Карате, кстати, 3 года занимался. Бокс. Ну, бокс где-то год, ну, как бы так, не всерьез. Я просто ходил, потому что было надо. И где-то примерно 2 года ходил на борьбу, где я научился бросать через себя людей. Бросать через себя по-всякому. У меня, кстати, даже в армии был такой момент, даже я инстинктивно просто бросил через себя чувака. Это просто было инстинктивно, просто благодаря навыкам, приобретенным на борьбе. Мы что-то с ним боролись, игрались как-то. И он такой здоровый был, блядь, бычара, сука. Но как-то инстинктивно все сработало, и раз его через себя перебросил. И вот с батьком я сделал то же самое, в 15 лет. Я собирался идти на рок-концерт. Я тогда был нефором, я любил рок-концерты. Я был нефором, который ходит на борьбу. Да, я был нефором, который ходит на борьбу. Я собирался на рок-концерт, и у меня в рюкзаке, у меня такой был прикольный такой кожаный рюкзак, такой сшитый из разных лоскутков. Там лежал баллон пива Челнинское, 1,5-шечка такая.
Челнинское охуительное пиво. Бля, в Челнах охуенное пиво. Я в натуре говорю, вот Челнинское охуительное пиво. В каждом городе есть какое-то свое пиво, но оно всегда ебаное. А вот Челнинское, оно охуенное. И у меня лежал баллон в рюкзаке. Я находился в своей комнате, и Батек стоял у двери, и он достал мой рюкзак и нашел там баллон. И он говорит, я тебе сейчас разобью его об голову. А я что-то подумал, блядь, как ты его разобьешь? Он же пластиковый, дебил, блядь. И он стал у двери с этим баллоном, полной уверенности в том, что он меня сильнее. И за счет того, что он меня сильнее, я не смогу делать то, что я хочу. А я буду делать то, что он хочет. У меня тогда не было момента, что типа, вот я сейчас подойду и сделаю так, сейчас я преодолею себя, блядь, подойду и сделаю так. Нет. Я просто подошел и инстинктивно бросил его через себя наработанным приемом. И это сработало. Это охуительно сработало. Блядь, пиздить Батьков охуенная тема. Если Батек пытается доминировать, всегда можно ломить ему пизды. Но для этого нужно прокачаться, разумеется. Прокачаться сильнее Батька, особенно если Батек спортсмен. Если Батек спортсмен, нужно, блядь, сука, превзойти его и вломить ему нахуй. После этого Батек меня не трогал. Все. Все, это закончилось. Его доминация надо мной завершилась. Все. Блядь, это так тупо, блядь, грубая физическая сила. Я просто показал ему, что я сильнее. Все. Но это же, блядь, так тупо. Мы же люди, у нас такие сложные организмы. Ну какая-то странная физическая сила все меняет расклад. И начинается все по-другому. Когда я пришел с концерта, Батек включил следующий режим манипуляции. Это давить на жалость. Я захожу, он сидит на кухне, под ним мой фотоальбом, он плачет и такой смотрит на меня и говорит, когда же я тебя потерял? В течение 15 лет ты меня терял, батя. И ты потерял меня не в какой-то определенный момент. Ты 15 лет целенаправленно это делал. Просто ты не понимал, что ты меня теряешь. Ты хотел меня поработить. У тебя это не вышло. И ты продолжаешь это, кстати, сейчас. Поэтому мы с тобой не общаемся. Не потому, что я уебок, не потому, что ты уебок. Мы с тобой не общаемся, потому что ты занимаешься хуйней. Да, я знаю, бать, что ты это смотришь, ведь мы с тобой не общаемся. Как тебе со мной общаться? Как тебе узнавать что-то? Если бы я был стандартным ютубером, я бы должен был подумать, что нет, наверное, надо какой-то более, блядь, пиздатый перевариваемый контент пилить. Вот так вот обращаться через камеру к Батьку, это же как-то не по-ютуберски, это же как-то слишком прочувствовано. В таком контенте слишком много эмоций, слишком много искренности. Нужно же что-то более плоское, да? Что-то более плоское. Блять, хотя YouTube это не телек, но все равно. Нужно же что-то более плоское. Люди же привыкли к плоскому. Так вот, мне похуй. Ёпта. Бля, охуительный взгляд я сделал, да? Сука, корки. Кто повелся? Кто повелся? Ты, кто повелся? Вот этот взгляд, это просто прикол. Ну, это чисто корки. Ну, было прикольно, было прикольно. Мне понравилось, да, мне понравилось, заебись. Дома, в школе, в институте, в армии, на улице, везде эта хуйня, они постоянно пытаются сформировать мое мнение. По слову меня я подразумеваю всех. Все люди постоянно формируют всех мнения. И я бы хотел сказать ты, они постоянно пытаются сформировать твое мнение. Но я говорю мое, чтобы ты смотрел на меня, как на пример этой хуйни. Ведь тебе так удобнее, ведь тебе так легче, когда это происходит с кем-то. Правильно. Бля, эти сраные соседи в подъезде такие, здравствуйте. Чел, я не знаю, кто ты, что ты, чем ты дышишь, чем ты занимаешься, что ты производишь, какие колебания ты создаешь в этом мире. Я не знаю, хочу я желать тебе здоровья или нет. Но ведь принято говорить здравствуйте, просто чтобы сказать здравствуйте. Никто же не вкладывает в это смысл. Здравствуйте, это считается вежливость. Чел, это не вежливость. Ты желаешь ему здоровья. Фишка в том, что ты делаешь действия, которые ты не осознаешь. Только поэтому ты считаешь, что это нормально. Потому что у тебя нет над этим контроля. Потому что общество сформировало в тебе мнение, что это нормально. А кто такое общество? Думаешь, люди? Не, нихуя. Общество, социум, это люди, но не те, о которых ты подумал. Это люди, у которых есть мозги и есть понимание, что нужно все контролировать. И оно закинуло тебе в голову идею, что
надо говорить здравствуйте, чтобы быть вежливым. А вежливым надо быть для того-то, для того-то, для того-то. Ты говоришь здравствуйте, не осознавая этого. Ты просто говоришь здравствуйте. И думаешь, что так надо. Задумайся на секунду перед тем, как сказать здравствуйте, кто перед тобой стоит. Что ты вкладываешь в эту фразу? Зачем ты производишь колебания в этой вот среде? И что лично ты в это вкладываешь? Или же это все-таки не ты это вкладываешь, а через тебя говорит рупор, который подсоединен к твоей голове вот так вот сзади, блядь, шлангом, блядь, как в матрице. И он тебе говорит, скажите здравствуйте. И ты такой, здравствуйте. Бля, кажется, это слишком сложная мысль. Слишком, сука, сложная мысль, да. Это слишком сложная мысль. Нет, это не слишком сложная мысль. Я в начале, еще в феврале этого года, думал, что это будет слишком сложная мысль. Нет, я обнаружил очень интересную хуйню, что меня смотрят люди, у которых есть мозги. Да, я действительно удивился. Я очень сильно удивился. Поэтому контент изменился. Я надеюсь, тебе понравится. Да, я сейчас напиздел. Я надеюсь, тебе понравится. Да, я напиздел второй раз. Я хочу, чтобы мир стал лучше, поэтому я это рассказываю. Вот это была уже правда. 100%. Серьезно, это была правда. Они постоянно вкладывают тебе в голову, что ты должен действовать так-то, так-то, так-то. Они поощряют тебя за пятерки и наказывают за тройки. Они поощряют за то, что ты перевел бабушку через дорогу, и наказывают за то, что ты сломал батин диван, когда ты на нем прыгал. Нормально, блядь, прыгать на диване в 10. Ну это нормально. Ты пробуешь мир, ты пробуешь его через самые простые вещи. Будет очень странно, если ты начнешь пробовать квантовую физику, блядь, в 10. В 10 он должен, блядь, прыгать на твоем ебучем диване. Хотя на самом деле это должно произойти раньше. Ну это хуй бы с ним. А самый прикол в том, что когда ты делаешь все то, что они тебе говорят, ты после этого полный уебок. Блядь, охуенная разводка. Просто, блядь, гениальная. Взять человека и сделать из него тотального раба, который сам боится перестать быть рабом, чтобы не расстроить своего рабовладельца. Охуительно! Но у меня есть хуевая новость. Мы все один организм. И делая хуже кому-то, вы делаете хуже себе. Просто вы, сука, этого не осознаете. Короче, охуенная история из цикла охуенные истории. Где-то в районе 2010-2011 я работал с Ego Production. Там был такой человек, которого звали Макс Филатов. Макс, если ты смотришь это видео, привет, ты классный чел, сейчас я тебе буду кое-что рассказывать. Никакого слива здесь не будет, все нормально, все классно, так что наслаждайся. Макс вообще классный чел, он дал мне возможность поработать в какой-то серьезной студии. Это студия, которая сняла самый лучший фильм, и они тогда хайпанули на этом достаточно неплохо. И я так понимаю, Макс искал какого-нибудь талантливого сценариста, чтобы написать что-то интересное. Так вот, я начал писать там сценарий романтической комедии. Не могу сказать, что прям меня перла идея сценария романтической комедии, потому что я тогда хотел снять, блядь, 5-часовой фильм про то, как 7 людей преодолевают себя. Но я отлично понимаю, что этот фильм требовал хорошего бюджета, и как бы от неизвестного, блядь, сценариста, который ничего не снял, по сценарию которого не был снят ни один фильм, никто бы не выделил бюджет на такого человека. Это слишком рискованно. Так вот, Макс дал мне писать сценарий романтической комедии. Причем я мог придумать его с нуля. Ну и я придумал. Я придумал несколько прикольных историй. Вообще, мне лично нравится романтика. Я люблю отношения между полами, правильные отношения. Не в смысле, когда один порабощает другого, или там этот, там, тут феминистка, тут, блядь, маскулист, тут такой мужик, блядь, и тут такая, блядь, баба, и типа, и они тут, блядь, срутся, и там ебутся, и тудым-сюдым. Мне хотелось показать именно то, чем являются для меня отношения между полов. Что-то, блядь, трогательное, что-то про двух существ, которые соединяются в этом ебучем пространстве, несмотря на то, что оно диктует им быть уебками. Им классно от этого. Вот я хотел такой сюжет сделать. И я придумал несколько подобных сюжетов. Мы с Максом это все обсуждали. И в процессе этого обсуждения Макс постоянно предлагал всякие идиотские идеи. Типа, блядь, а давай вот мать героини будет как Маргарет Тэтчер. Охуительная идея. Макс, это охуительная идея, как Маргарет Тэтчер. А в чем прикол-то, блядь? Или вот еще гениальная идея,
а давай у них будет как семья мафиози. Как вот в этом знакомстве с родителями. Только они как будто мафиози. Как в клан Сопрано. Как вот клан Сопрано и знакомство с родителями. Вот что-то из этой серии. И у него полно было вот этих вот идей. Вот этих вот охуительных идей из цикла охуительные идеи. И я пытался вложить в них свои смыслы. Да, я брал эти идиотские идеи. Я думаю, окей. В русском кино принято делать идиотские идеи. Принято делать какую-то дичь. Все мы знаем елки. Ну, все же мы знаем елки, да? И все мы знаем такие фильмы, как «7» Дэвида Финчера, как «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера, как «Карта, деньги, два ствола», как «Бесславные ублюдки». Мы все знаем классные фильмы, да? И все мы знаем российское кино, которое где-то вот в жопе. Где-то там вот примерно. Вот здесь пиздатое кино, а здесь российское. Оно за кадром, оно где-то там в темноте, где-то в сраке, блядь. Елки. Там находятся елки, которые никогда не покажут на Санденсе, никогда не покажут в Бафта, никогда не покажут даже на сраном Оскаре. Это закономерно. Да, это закономерно, потому что, ну вы же понимаете, наши люди смотрят Первый канал. И наши продюсеры думают, что дичь, которая транслируется на Первом канале, это то самое, что хотят люди. Но, блядь, мои последние опыты с Ютубом показывают, что люди-то умные. Что люди не такие дебилы, как им кажется. Они все ошибаются. Короче, для этой романтической комедии мне надо было придумывать дичь. Дичные сюжеты. Я такой думаю, окей, ну, блядь, раз по-другому нельзя, хорошо, я постараюсь свои смыслы вложить в сюжеты про дичь. Надо семья мафиози? Хорошо. Значит, за столом они будут отрубать пальцы. Пусть это будет невъебенный гротеск. Гротеск как подъебка над всем этим российским кинематографом, в котором происходит то, чего не происходит в реальности. В котором люди, которые делают кино, пытаются выставить реальную жизнь какой-то невъебенной. Хотя на самом деле она совсем другая. Просто, блядь, оглянись по своей квартире. Такое в кино не показывают. Ну, окей, справедливости ради стоит заметить, что такое в кино на самом деле показывают. Например, фильм «Дурак». Не сказать, что прям охуительно новый, но он вышел, блядь, буквально пару лет назад. Или там «Майор», допустим, отличный российский фильм. Есть, бывает, показывают, случается. Но не в кинотеатрах. Подожди, ты не смотрел оба эти фильма? Ты не смотрел? Сука, я тебя подловил. Ты не смотрел ни «Майор», ни «Дурак». Серьезно, блядь, охуительные фильмы. Посмотри, вообще класс. Серьезно тебе говорю, классные фильмы. Ну я думаю такой, ну ладно, хорошо, нужна дичь, я придумаю дичь, но я вложу в нее свой гротеск, подъебу вот эту вот всю хуету и как бы свои смыслы-то выражу через это. Но Максим зарубал мои идеи одну за другой. Он говорил, это слишком гротеско. Зачем там андрогин? Он говорил, зачем там андрогин? Зачем? Ну как зачем, Макс? Ну, чтобы было понятно, что вы делаете хуйню. И что вы впихиваете андрогина просто потому, что это модно. Андрогинов не существует в российской реальности. Они существуют где-то, блядь, за рубежом. Причем, блядь, в интернетах. Их случайно зафоткивают. Ну, это такая хайповая тема была на тот момент. Вот этот андрогин весь вот этот. Это было до толерастии. Это было до того, как толерастия стала мейнстримом. Ну, это была охуительная идея, что друг-подруга, друг-подруга главной героини андрогин. Ну, то есть, вроде как и пидор, и баб иногда поебывает. Но это было тогда прикольно, понимаешь, в 10-м. Я бы охуительно подъебал весь ваш кинематограф, вот этот российский, блядь, который втюхивает, сука, ебаную дичь. Это было бы классная подъебка, понимаешь? Она бы зашла, блядь, как... Муа! Но Макс зарубил все эти идеи, и я такой подумал... Так, мои цели. Я хочу делать кино, мне надо внедриться в эту тему. Блять, так неохота делать идиотские сюжеты, но я должен внедриться в эту хуйню. И я, преодолевая себя, начал делать то, что он говорит. Просто тупо то, что он говорит. Я стал смотреть всякие идиотские романтические комедии и впихивать в сюжет эту идиотскую хуету. И то, что Макс предлагает, я стал впихивать в сюжет тоже. Я стал составлять сюжет на 100% из того, что говорит Макс. И знаешь, в чем прикол? Однажды он сказал мне, Илюх, у тебя что, нет своего мнения? Почему ты не отстаиваешь свои идеи? Охуительная подъебка. Я говорю, охуительная. После этого человека можно делать все, что хочешь. Блять, скрути его в бараний рог,
Вот так вот обверни друг вокруг друга и засунь ему же его в его очко. И он будет тащиться и кайфовать за то, что он тебе услужил. Это охуительная идея порабощения. Окружение постоянно формирует мнение. Что-то поощряя, что-то насчет чего-то негодуя. Здесь ты сделал плохо, а здесь хорошо, молодец. Это плохо, а это хорошо, молодец. Это плохо, оно хорошо. А это хорошо, молодец. Но сам прикол в том, что когда ты делаешь все так, как они хотят, они говорят тебе: чувак, а у тебя что, нет своего мнения? И тут тебе пиздец. Сука, вин-вин-вин, тебе пиздец. На этом уровне тебе уже никто не говорит, что ты делаешь что-то заебись. Тебя только пиздят. И ты делаешь все, чтобы пиздюли попадались пореже. Просто пореже. Прикинь, тебе даже никто не говорит, что «О, это было хорошо». Всем на тебя вообще насрать. Ты просто стараешься сделать так, чтобы тебя больше просто тупо не пиздили. Или чтобы это было просто пореже. Охуительная разводка. Блядь, гениальная. Есть такие люди, которые говорят, что чужое мнение на меня не влияет. Хуйня все это. Блядь, это, полная хуйня. Чужое мнение влияет на всех. На самом деле, вот это все чужое мнение, которое формирует твое мнение, мое мнение, наше мнение. Чужое мнение, формирующее чье-то мнение, оно есть всегда. И вопрос только в том, как ты к этому относишься. Да, это был бы не мой канал, если бы я не сказал решение. Как бы обозначил проблему, такой обозначай решение. Вот это про меня. А обозначай проблему и говори, ебать они там все пидорасы. Нет, это не про меня. Про меня нет. Я обозначаю проблему и я говорю решение. Так вот, чужое мнение, оно есть всегда. Оно постоянно транслируется отовсюду. И его транслируют близкие люди, зазомбированные кем-то. Его зомбирующая хуйта всякая, типа телеков транслирует. И типа ютуба, кстати, тоже. Оно поступает отовсюду всегда. И кто-то его просто транслирует, через себя пропускает, просто перетранслирует, ретранслирует сигнал. А кто-то его генерит. И в принципе, блядь, не важно, кто там что делает. Важно то, как это все, блядь, проникает в тебя. Каким, сука, собственно, образом. Так вот, есть всего две модели поведения. Что, сука, с этим делать? Это либо использовать это мнение самому. И тут я показываю вот этот вот символ. Либо давать ему проникать в себя. И если ты не используешь это сам, если ты сам не контролируешь, что, блядь, с ним происходит в твоей голове, то у тебя, сука, вторая модель. Ну, например, какой-нибудь чувак там по телеку говорит: купи йогурт Хуйнон. И ты такой типа: ну вот я иду, да, и иду дальше. Вот там я услышал что-то, и я иду дальше. Ну все, значит, ты когда дойдешь до магазина, ты зайдешь на полку с йогуртами и возьмешь йогурт Хуйнон. Потому что будешь делать это неосознанно. Потому что ты не считал этот сигнал, который поступил, не проконтролировал его. И ты действуешь так, как тебе подсказали. Они ведь там используют довольно заебательские образы, да? Йогурт — это здоровье, это сила, это вау. И когда ты стоишь перед полкой, там есть Хуйнон, Хуйвимбин, конская залупа, и ты выбираешь Хуйнон, потому что про Хуйнон ты слышал: о, это здоровье, сила, это вау. Это простой примитивный пример. Это всего лишь просто продать товар. Есть куда более сложные примеры. Допустим, взять ипотеку. Зачем? Для семьи. А семья зачем? Потому что это позитивно, ты ведь нормальный человек, ты же должен создать семью, правильно? Ты не думаешь, хочешь ты, не хочешь, ты понимаешь, что так, мне 25, я должен жениться, я должен взять ипотеку и Kia Rio, блядь, в кредит, чтобы на ней ездить в магазин и покупать Хуйнон. Охуенная идея. Жизнь, которую можно прямо сейчас взять и слить в унитаз. И второй вариант, ты используешь чужое мнение для достижения собственных результатов. К тебе пришло какое-то мнение, и ты такой: ага, если транслируется вот это мнение, значит на него ведутся те-то, а мне нужно сделать то-то, 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 и я буду использовать это как инструмент взаимодействия с теми-то, теми-то, теми-то. И тут уже все остается на твой, разумеется, моральный выбор. Либо ты их поимеешь, сделаешь им плохо, либо ты создашь в мире что-то хорошее. Ну, тут уж, блядь, без вариантов. Для прохаванных всегда есть два путя. Либо созидать, либо разрушать. Либо набивать свой желудок, либо совершенствовать мир. Ну, такова реальность, чувак. Не я ее придумал. Сука, не вини меня за это. Разумеется, есть еще третий, совершенно невъебический вариант.
Не въебички по своей тупости. Это сказать, это все меня не касается. Чувак, это всех касается. Тебя не может не касаться то, что происходит в мире. Оно касается. Но ты либо осознаешь это, либо не осознаешь. Это не внешние факторы, это внутренние факторы. Ты либо внутри понимаешь, что это касается, либо ты внутри кладешь на это хуй. А касается всех все одинаково. Угу. Да, я знаю, это хуевая новость. Я знаю. Было бы куда прикольнее, наверное, поговорить о дрочке, о письках и ебле, и еще какой-то хуйня такой. Куда прикольнее поговорить о том, как пердят звезды, да? Приведу всего один простой пример, как можно использовать готовое мнение для реализации своих интересов. Вот у меня в ремонтах достаточно часто встречается такая ситуация, когда клиенты хотят плинтуса в цвет напольного покрытия, а не в цвет дверей. Смотрится это всегда уебищно. Но объяснять мне это им полностью, это довольно дофигища времени. И я не хочу его просто так тратить. Поэтому я говорю, а вот Алексей Земсков говорит, что надо напольные плинтуса делать в цвет дверей. И поскольку Алексей Земсков является для них авторитетом, он в принципе практически для всех является авторитетом, кто заказывает ремонт. Поэтому это просто срабатывает, вот просто на ура. Ну а главная мысль этого видео такова, что чувак, фильтруй то, что кладешь в голову, так же как еду. Ты же не будешь есть из мусорки. Ну так, и информацию старайся потреблять более здоровую. Положу-ка я сюда какой-нибудь надслой. Да. Я понимаю, это не в тему видео, но надслой здесь нужен. Он здесь необходим. Почему это вообще важно? Ну, то есть, можно же сказать, что, ну, есть оно, ну и хрен бы с ним. Ну, влияет как-то, но оно особо ничего не меняет. На самом деле, очень сильно меняет. Оно формирует. А жизнь одна, и как проживешь, то и будет. Ты можешь потратить ее на развитие, ты можешь потратить ее на просто присутствие, тупое следование. Если ты потратишь на первое, то есть на развитие, ты разовьешься. Если поставишь на присутствие, ты просто простоишь всю дорогу на паузе. Если за 80 лет жизни можно получить next level, лучше его получить. Вот так. И еще сверху добавлю такую штучку, как никто не сможет ничего посоветовать, когда встанешь лицом к последней своей двери. Это сказал дельфин. Охуительная фраза. Правда. Когда ты попадаешь туда, сука, там нет советчиков. Никто не скажет тебе. Это было правильно, это неправильно, это правильно, это неправильно. Тут молодец, а тут хуйня. Там, сука, блядь, ты сам за все отвечаешь. Так что, ребзи, ебашьте осознанно, фигачьте на своей волне и подписывайтесь на мой канал. Нет, не для того, чтобы взять информацию в чистом виде, посместить в свою голову и измениться, а для того, чтобы увидеть, на что стоит обратить внимание. Да, только для этого. Серьезно. У меня нет готовых смыслов. У меня есть готовые смыслы для меня. Но все эти смыслы каждому из вас придется пропустить через свою голову, если вы еще этого не сделали. И единственное, что я могу сделать, это показать, чувак, вот здесь, вот тут, тут.